Привет, друзья, с вами Лада, и мы начинаем новый проект. Будем плести в этом видео кашпо прямоугольное без дна. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Не забывайте заглядывать в описание под видео, там я оставляю много нужной полезной информации, а именно сколько трубочек мне понадобилось для плетения данного вида кашпо, во что окрашены мои трубочки, чем я их обрабатывала, также ссылки на интересные мастер-классы. Итак, у нас корзинка кашпо без дна, поэтому нам необходимо придумать, на что и как мы будем крепить рабочие трубочки-стоечки, для того, чтобы их удобнее было оплетать, чтобы они у нас всегда находились в вертикальном положении. Я для этих целей отобрала вот такую вот коробку. И я по ней уже плела подобную корзиночку без дна, поэтому здесь у меня уже очерчена форма моего якобы донышка для корзиночки, это прямоугольная форма будет. И здесь у меня уже сделаны дырочки для будущих стоечек. Что можно использовать вместо коробки? Можно использовать пенопласт. Отлично подойдет. То же самое вы на нем рисуете форму донышка вашей будущей корзины и уже на этой форме отмечаете дырочки для стоечек. Ну, пенопласт я, конечно, рекомендую взять более толстый, но, в принципе, такой подойдет. Единственный минус пенопласта — он легкий, поэтому вам нужно что-то ставить для утяжеления его. Здесь у меня в коробке уже положены необходимые вещи, поэтому она, в принципе, не легкая, вот, достаточно устойчивая. Значит, как я это все делаю? Очень просто. Беру трубочки и сейчас буду вставлять вот в эти дырочки их. Чтобы я знала, на какую длину, на какую глубину я их туда просовываю, я беру трубочку, вот таким образом пальчиком отмечаю длину, то есть глубину, как я хочу трубочку туда просунуть, и вот до пальчика ее просовываю. Вот, в принципе, вся мудрость этого всего. Это очень легко сделать. Главное, чтобы дырочки были не такие уж и большие, чтобы стойки из них не вылетали. Чтобы они устойчиво туда проникали внутрь и держались на своих местах. Вот, сейчас я все это делаю по периметру и включусь. Итак, стойки у нас все вставлены. Начинаем плести первый ряд. Я беру рабочие трубочки. Я их не скрепляла между собой никак. Просто подставляю за стойками вот таким вот образом и начинаю плетение первого ряда. Пока у меня одинарные стойки, потом я буду менять одинарные на двойные, то есть подставлять вторые трубочки. Но это после плетения первого ряда буду делать. Хотя углы сейчас уже буду формировать двойными именно при плетении первого ряда. Сейчас я это все покажу. И, соответственно, плету я первый ряд очень-очень внимательно. При этом фиксирую вот эти стойки, потому что, видите, они гуляют направо и налево, и нам самое важное в первом ряду их зафиксировать, дать понять им, чтобы они находились у нас всегда в вертикальном положении. Но первые ряды всегда сложны, поэтому здесь особую внимательность нам нужно иметь. Так, наращиваем рабочие трубочки. Здесь я дошла до уголка. Здесь буду делать дополнительный виток, чтобы у нас уголок был остреньким. Но перед этим я вставляю дополнительную трубочку с уже имеющейся внутрь. Вот таким вот образом делаю виток, то есть та трубочка, которая у меня находится за стойкой, я и делаю вот такой вот виток. А этой трубочкой обнимаю. Вот так у нас уголочек получился. Плету дальше. То же самое я делаю с остальными тремя уголками. Ну и, соответственно, когда я проплетаю первый ряд, я внимательно смотрю, как у меня располагаются стойки по отношению друг к другу и по отношению к моей форме. Я представляю, что вот это у меня будет выступает в качестве донышка. Ну и, кстати, коробка мне помогает еще и ориентироваться на прямоту стоек моих.
Здесь наращиваем. Так, дошли до уголочка следующего. Здесь вставляем дополнительную стойку, дополнительную трубочку и делаем виток. То есть та трубочка, которая у нас идет за стойку, как раз таки ей я и делаю дополнительный виток. Не надо слишком сильно это все стягивать. Вот как он делается. И не свободно, и в то же время не надо слишком сильно это все стягивать. Так плотненько. Вот у меня все так и получается. Этой трубочкой я обнимаю всю эту конструкцию, плету дальше. Вот как раз отработаем мы с вами прямые углы, потому как они у нас дело нелегкое, требуют тщательной тренировки, практики, подготовки. Вот как раз практика у нас и будет. Даже можно сказать, что вот это у нас выступает в роли и тренировочного станка. Вот кто не знал, как сделать тренировочный станок для плетения, вот, пожалуйста, коробочка. Сделали здесь макет вашего донышка и плетете. Наращиваем рабочие трубочки. Так, плетем дальше. Повторюсь, что первый ряд всегда сложен, а уже на втором ряду будет уже немножечко полегче. Хотя расслабляться также не стоит. У нас с вами уголки, поэтому с уголками нужно быть осознанным всегда. Так, здесь у нас добавление дополнительной трубочки. Как я добавляю ее, сейчас покажу. У трубочки я обрезаю начало под небольшим углом. Здесь я немножечко сплющиваю трубочку вот в этом месте, где дырочка, не расширяю дырку, а именно сплющиваю, чтобы туда поместилась вторая. Почему не расширяю? Потому что по этому макету, возможно, я еще что-нибудь буду плести, ну, чтобы он был более-менее универсальный, поэтому я его не буду сейчас приспосабливать под конкретно это плетение. Так, делаю виток. Смотрю внимательно, чтобы трубочка у нас была аккуратненько сплющена на витке. И продолжаю плести дальше. Да, здесь смотрите такая вещь, что когда мы второй трубочкой обнимаем всю эту конструкцию, посмотрите, как она ее обнимает, да? То есть у нас ничего не выпячивается. Вот так у нас все и располагается. Не стягиваем. Мы стараемся не стягивать уже при плетении первого ряда, иначе у нас потом будут небольшие проблемки при плетении следующих рядов. Ну и не переживайте, пока стойки гуляют, соответственно, да, не переживайте, они встанут на место уже при плетении второго ряда, все встанет на место, и тут вообще беспокоиться совсем не о чем. Так, уголочек следующий у нас, последний уголочек. Также готовим трубочку, подрезаем наискосок немножко, сплющиваем, только сплющиваем, не расширяем эту дырочку. Ну, это я как бы делаю, говорю так, как я делаю, а вы, конечно, делаете так, как считаете нужным. То есть, если вы изначально брали коробку или пенопласт именно для этой корзины, и вам не важно там расширять, не расширять эти дырочки, делайте, как считаете нужным. Вот серьезно, я просто делаю так, как мне удобно. Вот, а вы, естественно, можете менять это все дело, как у вас получается, как вы считаете нужным под вашу корзину. Итак, здесь у нас идет, видите, получается начало трубочек от первого ряда. Ну и мы плетем дальше. Я плету по спирали. Потом я это все поменяю дело. В смысле, что потом у меня эти кончики будут прятаться. Но это уже когда после плетения всех рядов я вытащу, переверну и там уже покажу вам. Так, здесь наращиваем.
Так, и у нас пошел второй ряд, он самый ответственный. В смысле, что все ряды ответственные, конечно, но этот тоже ответственный. Мы сейчас плетем очень-очень аккуратно, внимательно и вот таким образом распрямляем наши стойки. Вот у нас стойка криво, вот мы ее ставим на место, оплетаем. Посмотрите, у нас встают стоечки ровно в вертикальное положение. Вот плетем дальше, дальше. Как вы уже заметили, я плету следующим образом. То есть я правой рукой пальчиками плету, оплетаю стойки, а левой я держу. Ох, у нас пошел уголок. Итак, оплетаем его очень-очень аккуратно, потому что мы всегда имеем тенденцию заузить этот уголок или расширить. Поэтому мы прям очень внимательны на эту тему. Так, ну вот, вроде бы все прошло хорошо. Плетем дальше. Наращиваем рабочие трубочки. Так, плетем дальше. Снова уголок. Снова мы очень-очень осознанны в этом месте. Вообще, я когда плету, я всегда осознанна, потому что иначе я боюсь пропустить какой-нибудь момент. И все, особенно в уголках. Так. У меня первые 3 ряда получаются вроде более-менее, а вот потом мне уже нужно за уголками следить. Так, ну и я даже вот так смотрю, всегда поднимаю коробку или корзину и всегда смотрю, прямо ли у меня уголки эти плетутся. Ну и, конечно, мне один инструмент помогает в этом деле, но я его использую уже после плетения 3 рядов где-то. Покажу обязательно. Я вообще показывала в одном из своих последних видео, его можно посмотреть вот здесь. Показывала, что мне помогает плести прямые ровные углы. Да, еще вот кто спрашивает, трубочки у меня здесь обработаны пропиткой. Вообще это кашпо будет не очень обычное, потому что я его плету на заказ для сада и огорода. И это, можно сказать, даже эксперимент, что может выдержать бумажная лоза. Потому что это кашпо будет использоваться и на солнце, и в дождливые дни. Посмотрим вообще, что оно выдержит. И поэтому здесь у меня трубочки обработаны очень хорошо пропиткой. Потом я их буду покрывать еще раз пропиткой, потом лаком уже. Все это буду рассказывать в этом видео в конце. Так. Если вот я вижу, что у меня стойки как-то там покосились, ничего страшного, выпрямляю, плету дальше. Уголок. Так. Здесь нарастим трубочку. Так, нарастили. Я ракурс немножечко поменяла, но мне кажется, что плести мне от этого не очень удобно, но чтобы вам было виднее. Так. Опять же наклоняю коробку, смотрю, вроде ровно. И самое главное, чтобы было ровно.
Вот что я имею в виду под словом перетягивать, всегда говорю, да не перетягивайте. Если я начну перетягивать, посмотрите у меня куда плетение. Вот отсюда оно идет вот сюда, видите? Вот, оно должно оставаться на своем месте. Обнимаем. Смотрим. После проплетания первой стойки я смотрю, как у меня... Да, прямой уголок. У нас идет третий ряд. Здесь наращиваем рабочие трубочки. Так. Третий ряд пошел. И здесь уже я добавляю дополнительные стойки. Смотрите, были у меня одинарные стойки. Сейчас я добавляю дополнительные. И будут у меня двойные стойки. Вот так обрезаю и добавляю сюда. Можно с клеем ПВА, можно без клея ПВА. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня была более устойчивая корзина, кашпо более устойчивое. Ну, это вот такое пожелание. Поэтому я добавляю сюда дополнительные стойки. Можно по ходу плетения добавлять. То есть, например, вот у нас идет, сюда добавили, оплели. Далее пошло оплетание следующей стойки, добавления новой. Но мне это так не очень удобно, поэтому я сейчас сразу по периметру добавлю и потом уже продолжу плести. Ну вот, добавила я по дополнительным трубочкам, и у нас получаются двойные стойки везде, и в углах, и по стенкам. Теперь проплетаем следующие ряды. У нас будет уже здесь третий ряд. Плетем спокойно, не торопясь, в то же время очень аккуратно, внимательно, выравнивая наши стоечки, потому что они всегда норовятся у нас уйти в какую-нибудь сторону, и мы понимаем, что если мы им позволим это сделать, то они у нас будут гулять только так. Уголок, внимательно. Вот он уже туда уходит, на камеру не видно, но мне это видно, поэтому я очень-очень аккуратненько делаю виток. И чтобы смотреть, куда он у меня уходит, я его разворачиваю вот таким образом сбоку, как бы, и контролирую его сбоку, формирую таким вот образом. Главное не перетягивать, опять же. Так. Ну, вроде бы встал на место. Если не встает, что делаю? Вот главное, чтобы только где-то 2-3 стоечки проплести после уголка и посмотреть еще раз на этот уголок, потому что бывает, что вы сформировали его, проплетаете дальше, и здесь вы плетете, а потом бац, вы видите, что здесь-то у вас не ахти чего, да? Вот, и здесь главное успеть это не ахти чего исправить. Так. Наращиваем и формируем следующий уголок. Так, разворачиваем. Я показываю, как я плету, с какого ракурса мне лучше это все, а вы, конечно же, решайте сами. Просто пробуйте разные варианты, пока, если вы не приноровились к какому-то способу, пробуйте разные варианты, смотрите, как вам лучше. И, возможно, в процессе вот этой пробы вы найдете самый оптимальный для вас вариант.
Нарастили, плетем дальше. Я плету не торопясь. Я вообще всегда плету медленно и вообще все делаю медленно и рисую медленно. А вы работаете в том темпе, в котором привыкли. Если вы плетете вместе со мной по видео, то да, я плету вот в таком не очень спешащем стиле. Поначалу советую также начинающим, чтобы контролировать процесс легче было. Так, смотрим. Да. А вот пока я смотрю на плетение сверху вниз, но здесь мне очень удобно плетение ставить на уровень моих глаз, тогда я вижу, как у меня формируются углы. Но когда я ставлю плетение на уровень моих глаз, здесь я не вижу прямоту стенок, поэтому я постоянно меняю ракурсы в плетении для того, чтобы видеть и эту сторону, и ту сторону, то есть и углы, и как у меня плетутся стороны моей корзины. Вот именно так я плету без формы. Ну и здесь, как вы видите, я тоже плету это все без формы. Так я привыкла уже. Единственное, что, конечно, скоро я буду учиться без формы плести ситец. Пока он для меня непостижим. Без формы пока не могу его плести, но очень хочу научиться. Так. Там что у нас не выравнивается, выровняется все в процессе. Следующий уголок. Вот он у нас идет. Плету в реальном времени, я ничего не ускоряю, ускорю уже при плетении следующих рядов. А так как вот эти ряды у нас самые главные, поэтому я их плету в реальном времени, чтобы вы все могли видеть. Вот 3 самых главных ряда. Вот у нас уголок, вот у нас вот этот уголок. В принципе, 2 остальных точно такие же. Так, ну вот у нас пошел 4-й ряд. Я думаю, что 4-й, 5-й, 6-й давайте я проплету без вас, потом включусь, буду показывать, что у меня получается на данном этапе. Уже увидимся в следующем кадре. На камеру у меня получилось проплести чуть больше рядов, но я думаю, что это ничего страшного. Плетем дальше. Аккуратно, не спеша. В то же время обязательно следим и за прямотой стенок, и за прямотой уголков. Вот как раз доходим до очередного уголка. Виток делаем. Так. Разворачиваю его вот в эту сторону. Так. Здесь беру инструмент, который помогает мне плести сейчас прямые углы. Смотрю внимательно. Ну, вроде бы все окей. Еще раз. Так, отлично. Продолжаю. Я уже в одном своем видео показывала, как я пользуюсь такой линеечкой. В описании я все ссылки обязательно оставляю на все нужные мастер-классы. Так, здесь мы наращиваем. Про наращивание я тоже снимала отдельное видео, потому как сейчас у меня немножечко изменилась технология наращивания. Про наращивание можно посмотреть вот здесь. Также сейчас подсказочка выпрыгнет. Стараюсь плетение показывать в реальном времени, без ускорения, для того, чтобы вы могли весь процесс видеть. Единственное, что мне кажется, что наращивание можно вырезать. Вы мне напишите, вот вырезать какие-то моменты вообще. Как вам лучше в ускоренном виде это все смотреть или же в полном виде. Я знаю, что начинающие любят
все видеть, все смотреть. А уже, конечно, которые научились чему-то, им уже лучше в ускоренном виде все это просмотреть. Так, уголок. Второй уголок, или третий, или четвертый, их у нас 4. Делаем виток. Так, далее кладу линеечку и по линеечке. Но на самом деле это я вот так на видео линейкой пользуюсь. Ну и без видео тоже иногда. А так я уже приноровилась даже и без линейки плести. Но все-таки где я сомневаюсь, тем более, что на камеру, когда плету, немножечко искажается. Вот линейка меня в этом плане выручает. Искажения минимальны практически. Вообще по линейке можно сверять даже и ровность рядов, стеночек. В общем, линейка в этом плане отличный помощник. Продолжаем плести. Здесь еще хотела одну вещь показать. Сейчас я это все покажу после плетения уголка. Потому что для меня уголки все равно очень ответственный момент. Ну вот здесь, допустим, можно управиться и без линейки. Да, но если вы сомневаетесь, опять же, вот я что-то вижу, что у меня все как-то поползло на камеру, то я линеечку прикладываю. Так, наращиваем. Здесь хотела одну вещь показать, как аккуратно плести. Влияет здесь и расстояние между витками. Смотрите, вот мы когда делаем виток, у нас появляется вот такая фактура, да, посмотрите, вот у нас виток сделан, вот виток, вот виток. И для того, чтобы у нас аккуратно плетение смотрелось, наши витки лучше делать одинаковыми. То есть вот у нас один виток над другим витком, над третьим витком. Посмотрите, они все одинаковой ширины. То есть никакой из них не выбивается. Я очень часто вижу у начинающих особенно, у них сделаны как витки. У них сначала идет один виток, а вот до этого был виток вот отсюда начинался, или вот еще шире виток, или уже виток. То есть неравномерные такие витки. Вот обязательно смотрите на то, чтобы у вас была равномерность в плетении витков, то есть в плетении стоечек. Ой, засветлилось. Вот обязательно нужна равномерность. Это зависит от положения еще и вот этой вот трубочки нижней, как вы ее кладете. То есть бывает так, что вы положите ее вот так, да, сделаете виток, посмотрите, он у вас выбивается. Вот про что я говорю. Когда вы кладете вот эту трубочку еще чуть дальше, допустим, вот так вот, у вас, посмотрите, какой виток получается. Вот, а я говорю именно о равномерности. Здесь мы должны видеть, как мы укладываем вот эти трубочки рабочие, нижние рабочие, верхние. Здесь на это нужно обращать очень пристальное внимание. Тогда у вас и плетение будет аккуратным. Посмотрите, каждая стоечка плетена точь-в-точь, как и предыдущая, как и следующая. От этого плетение аккуратно смотрится. Плетем дальше. Уголок оплетаем, делаем виток, а потом я поворачиваю плетение так, чтобы угол у меня был в стороне. И уже обнимая этой трубочкой, я прикладываю линейку, смотрю,
ровно ли у меня все встает. Да, вроде бы ровно. Здесь еще я делаю следующим образом, то есть когда я плела следующую стойку после угла, я разворачиваю плетение и смотрю уже вот с этого ракурса, как у меня уголок. Если я вижу, что где-то чего-то это надо подтянуть, то я это делаю. В принципе, все аккуратненько. Наращиваем здесь рабочие трубочки. Так, сколько нужно проплести сантиметров по высоте? Приблизительно, если я не ошибаюсь, где-то 12 или 11 сантиметров по высоте нам нужно проплести. Поэтому плетем. Меня камера сегодня засвечивает, потому что сегодня у нас солнышко, хорошая погода, и из окна немножечко отсвет идет. Но я думаю, что он нам не помешает особо плести. Разворачиваем. Тут у нас форма, конечно, большая, поэтому это все очень громоздко. Ну а так на самом деле удобно. Вот немножечко подтягиваем. Проплетаем первые стойки после угла. Почему первые? И потом я смотрю, потому что если я что-то сделала не так, проще расплести. Вот аккуратненько у нас уголочек пошел, да? Вот, а если я уже проплету до следующего угла, то мне много чего нужно потом расплетать, поэтому я сначала контролирую это все так. Чтобы у вас были витки ровные, прямые, аккуратные, вы когда плетете и кладете вот эту рабочую трубочку, вы ее оплели, положили и больше с ней ничего не делаете. Да, вот смотрите, здесь мне все-таки нужно нарастить вот за этой стойкой, потому что вот здесь у нас уже скрутка начинается. Поэтому наращиваем здесь. Попробую вам ракурс изменить, может быть, получше будет. Уголок оплетаем. Так, плетем дальше.
Стараемся вот не тянуть в разные стороны наши стойки, наше плетение, а стараемся, чтобы у нас плетение фиксировалось в одинаковом положении. Так, ну вот здесь вот нам придется нарастить, потому что там у нас уже некрасиво будет видна скрутка, если мы сделаем это чуть попозже, поэтому пришлось немножечко расплести и нарастить. Так вот. Ну и тут уже у нас получается уголок оплетается. Плетение, конечно, уголков — это такая ответственное задание, потому что если мы на миллиметр ошибемся, то у нас угол, соответственно, будет не очень ровный. Вот сейчас я без камеры уже вроде понятно, да, как я плету, вроде все нюансы рассказала. Сейчас я без камеры уже проплету где-то рядов, может быть, 6, и включусь, буду показывать, что буду делать дальше.
Наше плетение подошло к концу, убираем рабочие трубочки. Я их обрезала наискосок и вот в эти места за стоечками вставляю. Первая трубочка спряталась и вторая. Ножничками расширяю немного это пространство и сюда вот так вот помогаю ей спрятаться. Все отлично спряталось. Сейчас приступаю к загибке. Итак, загибка у меня сделана. Сейчас я буду доставать эту корзинку из коробки. Достается это все легко, просто ее нужно немного приподнять. Трубочки вылезают, и корзина сама достается. Достали. Теперь я буду делать с этой стороны, оформлять край. Здесь у меня не будет никакой загибки. Единственное, что я здесь делаю, это обрежу трубочки стойки и капну клея ПВА. И еще вот здесь вот рабочие трубочки мне тоже нужно убрать, потому как они будут мешаться. Чтобы все у нас красиво здесь смотрелось, мы сейчас уберем рабочие трубочки. Ну, получается, убираются они следующим образом. Так, немножечко их складываем. Пришел помощник. Ни одно дело без него не обходится. Так, складываем. И вот сюда вот убираем. Конечно, ПВА обязателен в этом деле. Так, вот так. Одну трубочку убрали. И вторую точно так же складываем, обрезаем ПВА. Так как это все будет использоваться достаточно часто, то здесь, конечно, ПВА я не жалею. Вот, убрали рабочие трубочки. Так. И сейчас это все я обрезаю под корешок прямо. Смотрю обязательно, чтобы у меня все было ровно.
И вот прямо сюда капаю ПВА. Даже можно с разных сторон капнуть. Если у вас здесь предполагается загибка, то делайте загибку. Но тут уже по желанию заказчика или по желанию вас, то есть смотрите обязательно по ситуации, что вам нужно от изделия получить. У меня здесь пожелание заказчика, можно сказать, чтобы здесь не было ничего. Это не несет никакой функции, вот эта сторона. Вот, но здесь должно быть все зафиксировано, поэтому я капаю клей ПВА, не жалея. Кстати, вот из шприца его капать здесь очень прям легко. Очень удобно, легко. Ну вот такое кашпо у нас с вами получилось. Я думаю, что мы справились с задачей. Плелось оно достаточно легко. Единственное, это ровность углов. За ними нужно было следить. В конечном итоге я его обязательно покрою лаком. Слоя 3-4, думаю, будет достаточно. И в инстаграме я постараюсь выложить, как эти кашпо будут применяться. Мне кажется, идея у заказчика моего интересная. Посмотрим, как это все будет реализовано. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и оно вам пригодится. Обязательно ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного. Желаю всем вдохновения, легкого плетения и увидимся очень скоро в следующих видеотрансляциях. Да, и подписывайтесь на мой инстаграм, там всегда много интересного, того, что я не выкладываю в YouTube. Пока-пока!